Всем доброй ночи. Дорогие друзья, я говорила и повторяюсь. Наш мир– это паутина энергии. Какую энергию мы создаем вокруг себя, как мы пропитываем вокруг себя магией и удачей, такая энергия тянется в нашу жизнь отовсюду. По сути, сегодняшняя наша жизнь– это наши вчерашние мысли или действия. Как мы вчера вели себя, так сегодня живем. Как мы сегодня себя поведем, так будем жить завтра. Разумный человек мои мысли понял. Энергии. Энергии, которые притаились в нашей крови, в подсознании, в душе. От этих энергий очень многое зависит, и наше будущее в том числе. Я когда-то вам подарила лекцию о звере внутри нас. Зверь внутри нас – это первобытный инстинкт выживания. Когда-то человек еще в зачатке цивилизации и государственности выживал в пещерах. Жил среди хищников. Ему приходилось обострять все свои чувства, обаяние, слух, напрягать зрение для того, чтобы не погибнуть, не стать добычей. Для того, чтобы почувствовать, где есть добыча, где есть коренье, где есть вода, где есть надежная пещера. Со временем вот это все бытовое закрыло это видение мира. Человек обленился. Человеку уже не нужно было по звездам определять погоду, потому что для этого есть синоптики. Человек уже не искал добычу, потому как можно было пойти и купить в магазине то, что он хотел. И постепенно эти чувства, которые уже были ему не нужны, стали угасать. Однако есть люди среди нас, у которых эти чувства остались. В некоторых учреждениях эти чувства тренируют, усиливают, пробуждают. Не в том количестве, которым было у наших прадедов, но, по крайней мере, более-менее. Например, есть спецслужбы, которые обучают выживанию, которые делают акцент на определенные вещи, которые помогают человеку пройти все испытания, выжить, почувствовать опасности. Люди, которые имеют криминальное прошлое, у них есть чутье, оно очень сильное, и они обходят капканы. Очень часто, например, люди, работающие в правоохранительных органах, говорят, что он как-то нутром чует, вот, словно знает, что мы будем делать, где мы будем следить за ним, и он там не появляется. Внутренний зверь очень силен. Внутренний зверь – это зов нашей крови, это первобытные инстинкты, чувства, которые у кого-то развиты сильнее, у кого-то слабее. Это не дикое поведение, дорогие друзья. Внутренний зверь может быть очень силен у какой-нибудь там, скажем, миловидной дамы, по которой в жизни не скажешь, что у нее есть звериные повадки. Но внутренний зверь у нее очень силен. И вот эта миловидная дама делает головокружительную карьеру, чувствует своих конкурентов, не попадается в капканы, не дает никак собой манипулировать. У нее есть это чутье, она сильна. И это внутреннее чутье открывает ей перспективы, возможности. Она чувствует, знаете, каким-то образом, куда нужно пойти, в каком месте быть в данный момент, какое из этих предложений даст ей тот толчок, который ей нужен. Когда притупляется внутреннее чувство, когда засыпает внутренний зверь, то человек начинает метаться. Он не может понять, определиться, как мне быть, что делать и прочее, прочее. Вот это внутреннее чутье, оно действительно имеет огромное значение. Вот тот же самый первобытный, первозданный зверь, который внутри меня живет и спит, очень часто
не спит, точнее, иногда спит, иногда бодрствует, но чаще бодрствует. Я хотела сказать, живет внутри меня. Он очень силен, и очень часто я некоторые, скажем так, снимая лекции, ролики, вы часто говорите, такое ощущение, как будто вы слышали то, что нам нужно. Внутреннее чутье показывает, что нужно людям в данный момент и что им сейчас необходимо подарить, показать, объяснить и прочее, прочее. Это тоже относится к первозданному зверю. Чем более развит первозданный зверь внутри человека, тем больше шансов у человека очистить себе дорогу каким-то, знаете, седьмым чувством, каким-то подсознательным зрением видеть перспективы, идти на то собеседование, которое нужно, призвать к себе тех людей, которые нужны, дружить с теми людьми, которые необходимы, любить того человека, который даст любовь взаимную, да, и счастье, и так далее, и так далее. А еще этот ритуал можно провести, когда у вас трудный период жизни, и вам нужно выжить любой ценой. Да даже перед ответственным каким-то мероприятием, какой-то работой, чтобы внутренний зверь вам подсказывал, как себя правильно вести. Он будет вести, понимаете, ваша сила крови, вот эта сила дедов, опыт поколений, который в нашей крови сохраняется, он просто пробуждается, и вы начинаете чувствовать мир по-другому. Этот ритуал я немного усовершенствовала, но он был создан мной где-то 6-7 лет назад, сейчас точно не помню. Так вот, когда я подарила одной женщине этот ритуал, она сказала, вы знаете, я провела 6 дней к ряду, лучше провести 6 дней, 6 ночей точнее. И говорит, у меня такое ощущение, как будто слух обострился. Я почувствовала себя каким-то хищником. Есть определенные ритуалы, которые открывают порталы. Вы знаете, как бы вам это объяснить? Ты чувствуешь мир совсем по-другому. Ты ощущаешь вот эту тайну мира. Тебе открываются звуки, тебе открываются образы. Ты видишь мир совсем в иной картине. Это где-то замечательно, где-то это нужно выдержать, но он откроется вам по мере того, насколько вы развиты, насколько ваше подсознание развито. Если у вас творческое мышление, если вы человек, обладающий определенными талантами, то он откроется вам особенно по-другому. Вот, например, у художников, у модельеров вот этот внутренний зверь особенно развит. Понимаете, вот они каким-то внутренним чутьем чувствуют вот, потребность населения, чувствуют какое-то новое, как вам сказать, отношение к моде, чувствует желание людей, чувствует их стремление, и они удовлетворяют эту внутреннюю потребность человека, производя определенные там продукцию, определенную, смотря какую, духи какие-то особые, может, с феромонами, там, афродизиаками производят, или какой-то особый тип одежды и прочее, прочее. То есть вот этот внутренний зверь им подсказывает просто вот это седьмое чувство, вот эта вот информация, которую они улавливают из этих пластов информационных и так далее. То есть они из энергии пространства получают информацию. И через эту информацию они понимают, как себя вести. Вот есть люди, которые могут покорить публику, настолько понравиться, настолько всем прийти по душе, всем нациям, всем народам, всем, в общем, людям разных сословий. То есть есть люди, которых любят все. И они каким-то внутренним чутьем умеют нравиться. Они знают, как нужно нравиться людям, что хотят люди услышать. И они это и говорят. Не то, что им пытаются понравиться и фальшиво как бы подыгрывают. Нет. Но их образ жизни, их мышление настолько соответствует каждому человеку, настолько приходится по душе каждому человеку, что человек становится всеобщим любимцем. Просто этот внутренний зверь ему подсказывает подсознательно, как правильно жить, как сделать так, чтобы создать хорошую карьеру,
чтобы создать имя, чтобы понравиться публике, чтобы написать такие книги, которые просто перевернут, знаете, наизнанку душу каждого любого, кто прочитает. Таким внутренним чутьем и, скажем так, с таким сильным зверем внутри поэты, которые перевернули сознание людей, художники, иллюзионисты, актеры, которые просто гениального таланта люди, да, они чувствовали каким-то образом, что хочет от них публика. И это предоставляли не фальшиво, а настолько естественно, живя в этом, что просто вызывали всеобщий восторг и любовь. Понимаете меня, о чем я говорю? Так вот, вот этот внутренний зверь, генетическая память, сила подсознания, седьмое чувство, называйте как хотите, предчувствие, подсознательное какое-то видение мира, образное видение и так далее, или все вместе взято. Это и есть наш первозданный зверь. Эти все чувства были очень обостренные и очень часто пользовались нашими предками в то время, когда они жили в пещерах, когда им нужно было как бы прочувствовать зверя, когда нужно было понять, где есть вода, чтобы селиться рядом с реками, потому что без воды человеку никуда. Это чувство давало возможность почувствовать, где есть добыча, чтобы насытиться. Это чувство помогало им прочувствовать опасность, чтобы не попасться в лапы зверя. Это чувство им помогало найти надежное убежище или нужного, скажем так, нужную пару, чтобы создать семейную, да, семью, чтобы создать пару и жить, то есть соответствующего человека и так далее. Вот этого внутреннего зверя пробудите каждый раз, когда вы в своей жизни чувствуете, что вам пора обострить эти все внутренние чувства, что оно притупилось, и вы не знаете, вы потерялись, и не знаете, как лучше поступить, что делать. Вам это нужно обострить время от времени. И если вы будете это часто делать, вы настолько просто будете осторожны, настолько будете чувствовать пространство вокруг себя и использовать в свою пользу, что люди даже не будут понимать, как вы это почувствовали, как вы это поняли. Знаете, вот есть люди, например, там прыгает доллар, да, они взяли вот в это, пока еще вообще тишина и ничего нет, взяли и, например, обменяли все на доллар. А потом раз, и доллар поднялся. Они пошли, значит, эти деньги обменяли, уже сумма намного больше получилась, и пошли купили какую-то недвижимость. Или люди, которые понимают, что скоро рынок обвалится полностью, и они это все вкладывают в недвижимость, а те, которые эти деньги хранили в банках, они, значит, прогорели, все ушло. В советское время были такие люди. У меня там, например, наши знакомые, вот женщина, которая работала в сельсовете, там у нее были счета в банках. Так вот, она почему-то ни с того ни с сего пошла, купила несколько домов. Просто вот решила купить дома. Ей там говорили, мол, зачем тебе эти дома нужны, что ты с ними будешь делать. А потом раз, и вот эти банки, значит, обвалились все, люди потеряли все свои деньги, все это стало просто бумагой, а у нее 4 дома осталось. И до сих пор в этих домах живут, и ее там внуки, дети. То есть она почему-то внутренним чутьем что-то чувствовала, хотя знать не знал никто. Понимаете? Или, например, человек приходит домой, ни с того ни с сего, собирает детей и выходит из дома. Давайте куда-нибудь поедем, что-то мне нехорошо. Ну вот, как бы странное поведение, но подчинились, вышли все. И раз, и в это время какое-то ограбление случается или нападение на их дом, понимаете? А они все остались живы. Именно благодаря внутреннему зверю этого человека, который ему подсказал уйти оттуда, уйти и спасти себя. То есть вот это то самое умение, которое мы растеряли, которым обладали наши предки, читать приметы, вычитывать информацию извне, из пространства, чувствовать жизнь, мир, энергию пространства вокруг нас. Вот если вы хотите этого внутреннего зверя пробудить, и тогда намного комфортнее вам будет и не страшно в этой жизни, потому как вы будете чувствовать
что делать дальше, вам просто будет ваше подсознание подсказывать, какой следующий шаг предпринять. Понимаете? Был один человек, который не знал, как заработать миллион, просто мучился, маялся, ему очень хотелось подняться, он не знал, каким образом, где, как себя реализовать. И вдруг, говорит, я просто купаюсь в душе, и мне приходит в голову идея, а взять, написать книгу. Вот написать книгу и издать и продать. И он сел и начал писать книгу. Так вот, этот человек, сейчас не помню, как ее звали, в общем, женщина, которая написала Гарри Поттера. И дальше написала, и дальше написала, и дальше, и дальше. И до сих пор она, ну вот, она стала известной человеком. Абсолютно ее не было в мыслях, у нее уже солидный был возраст. Почему-то она решила вот каким-то образом себя реализовать в этой жизни. Мучительные поиски внутри себя привели к тому, что ей подсказали: возьми, сделай это. Конечно, если бы у нее не было способности написать, да, она бы не добилась этого. Но сколько есть талантливых литераторов, там, талантливых людей, которым в голову не приходит никакая идея, как бы себя реализовать. Одним словом, пробудите внутреннего зверя. Я по-другому скажу: выжить любой ценой. Выжить в этой жизни, подняться и получить свое, но пробуждая внутреннего зверя, который вам из пространства, из ниоткуда будет подсказывать решения и привлекать нужные моменты в вашу жизнь. Это вы сами будете делать, ваше подсознание. Но вот этот внутренний зверь, который вы пробудите, вам в этом поможет. Для этого вам нужна темная свеча, а желательно черная. Черный алтарь. Читать 6 раз. Оставить догореть свечу. 6 ночей кряду. Ну, в сумерки это делается. Ничего никуда откупаться, носить не нужно. Просто нужно зажигать, смотреть на огонь и читать 6 раз. Я прочитаю 1 раз, потому что у меня памяти не хватит, а вы 6. А потом вы сами увидите, как вы поменяетесь. Пробуди, сила моей крови. Проснись из тьмы веков, память пращуров моих. Кровь моя, твори обнов. Раскройся подсознание. Я призываю из глубин своей первобытной памяти первозданного зверя. Проснись, моя древняя суть. Встрепенись, моя звериная сущность. Открой мое подсознание. Услышьте меня, силы рассоздания. Силой древней магии, могуществом заговорного слова я раскрываю потайные углы моей души. Я призываю оттуда свою хищную суть. Проснись, древний зверь, память моей крови, и дай мне подсказку, куда идти, как быть, как выжить мне, веди за собой, хищная сила, обитающая в моей душе. Руководи мной, обостри мои чувства, уничтожь мои страхи. Я хищник, я первобытный хищник, мне нужно выжить, и я выживу. Любой ценой. Древний зверь, веди меня вперед, руководи мной. Приведи меня к следам добычи. Древний зверь, первозданная сила, первобытный инстинкт, веди меня по правильной дороге. Ведь я выхожу на тропу войны. Изложите коротко суть. Например, помоги мне или дай мне идеи, или привлеки в мою жизнь людей там для каких-то таких работ, или помоги мне, дай мне идею, как заработать там столько-то денег, или как найти мне подходящую работу и так далее. Говорите свои мысли, да даже можете сказать, как мне встретить нужного человека, который мне подходит. И в конце, когда вы сказали, я тебя призвала, разбудила и направила к победе. Заклято. 6 ночей кряду. Через некоторое время передохните, потом снова прочитайте. И чем чаще вы будете читать в течение нескольких месяцев, тем сильнее будет пробуждаться ваш внутренний зверь. И он будет вам подсказывать такие
невероятные идеи, невероятные просто возможности. И если вы их воплотите в жизнь, вы сами удивитесь, насколько они будут действенны просто. На удивление для вас и других. Всем удачи!